останавливаться о том, какие материалы и инструменты вам понадобятся для вязания, я не буду. Все будет в описании видео. Зачем лишний раз затягивать это видео? Мастер-класс не для новичков, потому что основной пряжа, которую мы будем вязать, это будет вот такая вот пряжа софти. Из нее достаточно не просто вязать, потому что не видно ни столбиков, ни оснований столбиков. Все вяжется практически на ощупь. Ну, я не знаю, я нормально ориентируюсь и вяжу. Если уже где-то там что-то я пропустила, ничего страшного. В следующем ряду можно добавить. Вот эта вот достаточно пушистая пряжа скрывает все ошибки. Но новичкам не следует, конечно, начинать с таких сложных, по моему мнению, брелочков. Итак, приступим к вязанию. Начинаем вязание с клюва, поэтому берем красную пряжу. В моем случае это Ярнард джинс 90 оттенок. Крючок, подходящий для этой пряжи, у меня двоечка. И начинаем вязать. Делаем колечко амигуруми. Воздушную петля. И вяжем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Так, затянули. И далее продолжаем вязать второй ряд. Для этого вяжем все по спирали, не соединяем ряды, поэтому сразу начинаем вязать второй ряд, то есть в первое основание вводим крючок и вяжем первый столбик второго ряда. Во втором ряду мы вяжем 6 столбиков, то есть под каждое основание вяжем по одному столбику, не делая никаких прибавок. Чтобы кончик нити от колечка амигуруми у нас хотя бы немножко закрепить, его нужно вязать. То есть крючок мы вводим под основание и под ниточку, тем самым закрепляя кончик нити, потому что здесь достаточно сложно с помощью иглы заправить. Итак, вяжем 6 столбиков. Конечно, лучше всего, чтобы не ошибиться, поставить маркер начала ряда на первое основание. Ну, я надеюсь, я не ошиблюсь и свяжу как надо. 3, 4, 5, так, 5. Все так же ввязываю ниточку и 6. Ну, вот этот кончик нити от кольца амигуруми. И 6. Так, деталька у нас заворачивается стала. Ее сейчас нужно вывернуть. Я использую длинногубцы, чтобы завернуть ее в нужную сторону. И все, дальше продолжаем вязать клюв. И вяжем еще 6 рядов по 6 столбиков без накида в каждом ряду. То есть получается то есть мы 2 ряда связали, с 3 по 8 ряд вяжем по 6 столбиков. Ну, я думаю, с этой задачей вы справитесь самостоятельно. Не забывайте, чтобы вам не было так сложно в конце потом набивать, потихоньку добавляйте в клюв наполнитель. Итак, вот я связала еще 6 рядов по 6 столбиков в каждом ряду. И теперь вяжу соединительный столбик в основании первого столбика прошлого ряда. Нить отрезаю, слишком длинную не надо, такой небольшой кончик, чтобы потом завязать концы пряжи. И достаю петлю. Вот. Готово. Вот такой вот клюв получается. Теперь отлаживаем красную пряжу и берем пряжу софти. И крючок уже, вот у нас был двоечка. Берем крючок 2,5. В моем случае тулип. У кловеров, по-моему, такая же градация, да, по крючкам. Ну, подбирайте тот крючок, который соответствует вашей пряже. И присоединяем белую пряжу. Ну, я обычно от последней петельки отступаю, от последнего основания отступаю 2-3 основания. То есть вот соединительный столбик у нас был, еще одно основание, еще, ну, где-то вот сюда вот.
и присоединяю пряжу другого цвета. Здесь не нужен аккуратный переход никакой от цвета к цвету. Здесь все равно не будет видно ступеньки от смены цвета нити, потому что у нас достаточно пушистая такая пряжа, которая вскрывает все эти ступенечки. Вот, поэтому присоединяем нить. Так. Делаем одну воздушную петельку. Далее крючок вводим в то же основание, к которому присоединялись. И вяжем столбик первый. Итак, в этом ряду, получается, это у нас 9-й ряд. Нам нужно связать 6 прибавок. То есть под каждое основание мы вяжем по 2 столбика. Вот мы одно связали. Теперь в это же основание вводим крючок и вяжем второе. Смотрите, я белую ниточку сейчас, вот, софте, тоже ввязываю, чтобы потом подойти ближе к вот этой красной ниточкой и связать концы, и не думать о том, как мне заправить кончики вот этих нитей. Так, это первая прибавка. Крючок ввожу в основание и под ниточку, чтобы вязать ее. Да, вяжу вторую прибавку, то есть один столбик в это основание, и в это же основание вяжу второй столбик. Далее у нас основание соединительного столбика. Под него вяжем тоже прибавку. Вот. Далее. Так, смотрите, не свяжите в то же основание, откуда у нас выходил соединительный столбик. Здесь надо внимательно смотреть. Так, вот. Следующее основание. Так, мы уже связали 3 прибавки, нам всего надо связать 6 прибавок. Так, это 4-я прибавка. Следующее основание 5 вяжем 2 столбика, то есть прибавка. Это 5-я. И последняя, 6-я прибавка, последнее основание. Так, немножко подлиннее вытяну петельку, да, и теперь связываем вот эти вот кончики нити, то есть красную и вот эту вот беленькую ниточку софти на 2 узелка, чтобы они у нас уже точно никуда не делись и все хорошо держалось. Так, ну вот кончики я связала. Теперь, чтобы они нам не мешали, постараемся их немножко туда дальше засунуть в клювик, чтобы они нам, эти ниточки, не мешали совершенно. Вот, вот таким образом. Следующих 4 ряда с 10 по 13 ряд вяжем по кругу, по одному столбику в каждое из оснований. То есть переходим на вязание по спирали, естественно. То есть вот под первое основание вводим крючок, но его еще тут найти надо. Да, и делаем первый столбик. Так, вешаем сразу же маркер, потому что здесь, ну, сложно найти основание. Так, и теперь вяжем по одному столбику в каждое основание. То есть в каждом ряду у нас получится по 12 столбиков. И так нужно провязать 4 ряда. Свяжите эти 4 ряда самостоятельно. Вот я связала 4 ряда по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Вот такая деталь уже получается. Это голова аиста. Так, теперь в следующем 14 ряду вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, убавка. И так 3 раза, чтобы у нас осталось 9 столбиков в ряду. То есть вот связали первый. Так, под следующее основание второй. Затем убавку. Честно сказать, незаметную убавку здесь делать сложно, поэтому делаем обычную. То есть вводим в основание столбика крючок, захватываем крючком ниточку, вытаскиваем 2 петли на крючке, вводим крючок в следующее основание. Так, тут надо хорошенько, чтобы не пропустить основание.
достаем ниточку, 3 петли на крючке, крючком захватываем ниточку и притягиваем через все 3 петли. Вот таким образом мы связали убавку обычным способом. И так нужно связать до конца ряда. То есть вяжем 1, 2 столбика по одному в каждой из последующих оснований. Далее вяжем опять убавку обычным способом. Все, и провяжите последний элемент, 2 столбика по одному в каждой из последующих оснований и убавка. Вот я довязала 14 ряд, 9 столбиков без накида по кругу. Сейчас нужно наполнить голову. Так, немного наполнителя, не надо прям уж очень-очень много туда его пихать, а то, ну, смотрите, конечно, сами, как хотите. Можете побольше, поменьше. Смотрите, как вам больше нравится. Какой плотности вам нравятся игрушки, брелочки. Что этого аиста можно использовать и как игрушку, и как брелочек. Наверное, сейчас я скажу еще одну деталь, которую, наверное, я вначале должна была сказать. Если вам нужен брелок прям ровно-ровно с ладошку, вот у меня брелочек был ровно-ровно с ладошку, это было пожелание заказчика. Для этого я вязала тело не крючком 2,5, а крючком 2,25. То есть, если вязать крючком 2,5 брелочек, у вас получится вот 17-18 сантиметров брелочек, это вот такой вот, большой достаточно. Если взять крючок 2,25, то естественно, что ваш брелочек получится меньше. У меня получился 16-16,5 сантиметров в этом районе. Но опять-таки все зависит от вашей плотности вязания. Итак, голова у нас связана. Теперь будем вязать шею. Естественно, что ничего не отрезаем, просто продолжаем дальше вязать. Дальше у нас идет 15 ряд. И с 15 по 23 ряд, то есть 9 рядов, вяжем шею. То есть по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем по одному основанию в каждую из последующих, по одному столбику в каждой из последующих оснований. Что мне сегодня немножко сложновато дается мастер-класс. Так. Раз. Два. В принципе, я думаю, вы можете связать все это самостоятельно. Еще один сейчас лайфхак подскажу. На ощупь можно прочувствовать, где у вас столбик. Поэтому прощупывайте и вяжите под основание. Единственное, что только не забывайте добавлять каждые 2 где-то ряда наполнитель, потому что шея у нас достаточно идет тоненькая. Вот, чтобы удобно было ее хорошенько набить, по крайней мере равномерно. Добавляйте наполнитель. Итак, вяжем 9 рядов по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Итак, вот я связала 9 рядов по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Вот такой длины у меня получается шея. Если вам нужно длиннее, добавляйте ряды, и в которых вы будете вязать по 9 столбиков в каждом ряду. Мне такой шеи достаточно. Итого у нас связано 23 ряда. Дальше переходим на вязание тела. Естественно, ниточку мы ничего не отрезаем, а продолжаем вязать 24 ряд. И здесь мы будем делать 3 прибавки. И следующим образом будем вязать 2 столбика без накида в каждый, по одному в каждой из последующих оснований, прибавка. И так свяжем 3 раза. Будьте внимательны, подскажу еще один вам лайфхак, да, как вязать из этой пряжи. Считайте просто каждый провязанный столбик в ряду. Таким образом, если даже вы где-то допустите ошибку, в конце ряда вы это поймете, у вас не совпадет количество провязанных столбиков. Таким образом, вы просто ряд распустите и свяжете его заново. Так, вяжем 2 столбика по одному в каждой из последующих оснований. И в следующее основание прибавку.
даже на видео, да, сложно достаточно показать для новичков вязания, потому что здесь ничего не видно. Далее все делаем то же самое. Вяжем 2 столбика, 1, в следующее основание второй и в следующее основание прибавку. И вяжем последний раз. 1, 2. И в последний столбик прибавку. Ну, вот я говорю, даже самой вязать сложно. Я уже один раз распустила этот ряд, потому что, ну, не получилось у меня куда связать прибавку, да. Не хватило мне оснований, поэтому где-то пропустила и пришлось перевязывать этот ряд. Поэтому нужно все считать. Итак, 24 ряд связан. Здесь у нас 12 столбиков без накида по кругу. В следующем 25 ряду свяжите 12 столбиков по одному в каждой из последующих оснований. Итак, 25 ряд связан. В следующем 26 ряду вяжем следующим образом. 1 столбик без накида, прибавка. Итак, мы сделаем в ряду 6 прибавок, и у нас получится 18 столбиков без накида по кругу. Так, вот под первое основание вяжем 1 столбик. Маркер, конечно же. Под следующее основание вяжем прибавку. И так повторяем 6 раз. То есть в следующее основание 1 столбик, в следующее основание прибавка. Это мы уже 2 раза сделали. Еще 4 раза повторить до конца ряда. Итак, 26 ряд связан. Следующие 5 рядов с 27 по 31 вяжите по 18 столбиков в каждом ряду. То есть вяжем без прибавок, без убавок. По одному столбику в каждой из последующих оснований. Итак, вот я довязала с 27 по 31 ряд, то есть 5 рядов без изменений, то есть по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Вот такая деталь получается. В следующем 32 ряду вяжем уже убавки и свяжем 6 убавок к ряду. Делать мы будем это следующим образом. Вяжем 1 столбик под первое основание, конечно же маркер. Для этой пряжи он прям обязателен. И далее следующие 2 основания вяжем убавкой. То есть под первое основание вводим крючок, захватываем ниточку, достаем петельку. Под следующее основание вводим крючок, захватываем ниточку, достаем вторую петельку. 3 петельки на крючке, захватываем крючком ниточку, притягиваем через все 3 петельки на крючке. Делаем так 6 раз. Так, 1 раз мы связали. Теперь вяжем столбик. Следующие 2 основания убавка. 2 раза. Далее опять столбик. Провязываем убавку. 3 раза сделали. Далее столбик. Так. Убавка. 4 раза. Столбик, убавка, 5 раз. Так, и провязываем последние элементы: столбик, убавка, 6-й ряд. И в этом ряду, ой, 6-й ряд, 6-й раз. И в этом ряду у нас осталось 12 столбиков без накида по кругу. Следующий 33 и 34 ряд, то есть 2 ряда, вяжем по 12 столбиков без накида в каждом ряду. То есть вяжем по одному столбику в каждой из последующих оснований. Итак, я связала 2 ряда по 12 столбиков в каждом ряду. Теперь нужно хорошенько набить нашу деталь, потому что в следующем ряду мы будем делать опять 6 убавок по кругу, и это будет последний ряд вязания тела нашего аиста. Итак, 35 ряд, и здесь мы вяжем каждые 2 основания убавку, то есть 6 убавок провязываем по кругу. Так, одно основание, второе, 3 петельки,
Так, первая убавка готова. Ой, очень тяжело вязать, тем более на камеру. Так, такую пряжу. Первое основание ввели крючок, захватили ниточку, вытянули петельку. Во второе основание захватываем ниточку, вытягиваем 3 петельки на крючке, провязываем убавку. И так довязываем до конца, то есть 2 убавки связаны, еще связать 4 убавки. Итак, я довязала 35 ряд, 6 убавок. Небольшое отверстие остается, можно добавить наполнителя, если нужно. И можно уже отрезать ниточку. Ниточку отрезаем чуть подлиннее, чтобы стянуть оставшееся отверстие. Ну, вот примерно так будет достаточно. Петлю вытягиваем. Сейчас я добавлю наполнитель и покажу, как стянуть отверстие. Так, берем иголочку. Ну, лучше всего для этой пряжи брать пластиковую, но если у вас нет под рукой пластиковую, можно, в принципе, обычную металлическую. Так, здесь, конечно, очень сложно будет показать, но стараемся делать следующим образом. То есть вот у нас ниточка вышла, и вот примерно, да, вот здесь вот основание у нас, и под переднюю стенку вводим иглу, так, и протягиваем ниточку. И точно так же делаем со всеми 6 основаниями. То есть у нас осталось по кругу 6 столбиков, и нам эти надо 6 столбиков стянуть, чтобы не было дырочки. Так, с первым столбиком мы уже сделали. Далее следующим столбиком делаем то же самое. Вот под переднюю стенку ввели иглу. И протянули ниточку. И подтянули все. Вот таким образом. Вот я прошлась по всем 6 столбикам. Стянула отверстие. Теперь иголочку, ну, достаточно все хорошо подтяните. Иголочку вводим в серединку. И выводим где-нибудь на наши игрушки. Так. Протягиваем. Чтобы хорошенько ее закрепить. Опять вводим, стараемся попасть в то же место, откуда у нас вышла иголочка. Так, подтягиваем ниточку и видим, где у нас отверстие, где у нас ниточка выходит. Вот туда же вводим иглу, чуть-чуть ее подкручиваем. Конечно, металлической это сделать немного проще, чем пластиковый. Ну и пластиковый тоже можно. Зато и удобно стягивать отверстие. Вот, все, несколько раз так прошлись. Ниточку отрезаем. Так, под самый корешок. Все. Вот такое тело у нас с вами получилось. Переходим на вязание ног аисту. Для этого берем пряжу Alize Softy, крючок 2,5. И так как кольцо амигуруми, связанное из этой пряжи, затянуть очень сложно, то вместо него будем использовать воздушные петли. И вяжем 2 воздушные петли в первом ряду. Так, эту петельку мы не считаем. Делаем 1, 2 воздушные петли. В следующем, втором ряду вяжем следующим образом. То есть вот в эту воздушную первую петлю вяжем 6 столбиков. То есть 1, туда же 2, в эту же петлю 3, в эту же 4, в эту же 5 и в эту же вяжем последний столбик. Далее вяжем по спирали, то есть сразу в первое основание вводим крючок и вяжем первый столбик. И следующие 2 ряда, 3 и 4, мы вяжем без прибавок, без убавок по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Ну, свяжите эти ряды самостоятельно. Итак, вот я связала 3 и 4 ряд по 6 столбиков. Но тут ничего практически не видно. Ну, вот такая деталька небольшая получается. Теперь можно туда добавить немножко наполнителя в эту детальку. Но можно не мучиться. Можно, в принципе, ну, если только совсем-совсем чуть-чуть. Но у меня вот достаточно длинная ниточка осталась. Я ее в деталь вовнутрь запихну, и это будет, наверное, как заменитель, не наверное, а как заменитель наполнителю, потому что тут уже, ну, некуда будет что-то
еще добавить наполнитель, так точно места уже нет. Так, теперь что мы делаем? Теперь мы соединяем две стороны нашей детали. Крючок вводим под основание столбика с одной стороны детали. Сейчас попробую это сделать. Вот, то есть с одной стороны. И тут же насквозь со второй половинки детали. То есть вот таким вот образом, да, у нас сложенная пополам деталька. И насквозь ее проходим, то есть под два основания. Под одно и параллельно с другой стороны под второе вводим крючок. Захватываем крючком ниточку. Две петли на крючке, но мне трудно показать, тут две. И довязываем столбик. И так нам нужно провязать 3 столбика. То есть у нас 6 оснований, мы из 6 оснований делаем 3 основания. Точно так же дальше вот под основание вводим насквозь крючок, захватываем ниточку и провязываем. И под последнее вводим крючок. Можно, да, вот под эту, под ножку столбика сбоку, да, ввести крючок и связать последнее основание. Вот таким вот образом у нас получается часть лапки. Все, пряжей софти мы закончили, поэтому ниточку отрезаем, ну, чуть подлиннее, чтобы осталось нам кончик для заправки. Вот таким вот образом. Так. Чтобы у нас здесь не расходилось основание, делаем как воздушную петельку, то есть крючок вводим под ниточку, захватываем крючком ниточку и протягиваем через петельку на крючке. И затягиваем. Все. Точно так же свяжите вторую такую деталь, чтобы у нас две лапки вязалось параллельно. Так, вот наша часть лапки. Теперь берем крючок двоечка и пряжу, в моем случае Ярнард джинс белая. Вы берите ту пряжу, которую хотите вы. И что мы дальше делаем? Вот здесь у нас, да, 3 основания, оставшихся от вязания ножки. И мы стараемся найти переднюю стенку основания и вводим в нее крючок. Так, на крючок берем ниточку белого цвета одеваем, так, протягиваем через основание. Естественно, что нам нужно закрепить, вяжем одну воздушную петлю. Под эту же переднюю стенку вяжем один столбик. И далее вяжем наподобие перьев. Для этого набираем цепочку из 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готово. И теперь прикрепляем эту цепочку из воздушных петель в то же основание, куда мы связали столбик без накида. Только сейчас мы вяжем соединительный столбик. То есть захватываем крючком ниточку, протягиваем через стенку основания и эту же петлю протягиваем через петельку на крючке. Вот таким образом у нас получается такая вот наподобие перышек. Следующее основание под переднюю стенку вводим крючок. Вот таким вот образом. Так, еще почему-то фокус у меня не очень хорошо ловит телефон, не понимаю почему. Так, вот так вроде бы ничего. Так, ввели крючок под следующую переднюю стенку основания и делаем все то же самое. То есть вяжем сначала столбик без накида под эту стенку, затем набираем цепочку из 10 воздушных петель. 6, 7, 8, 9, 10. И под эту же стеночку вяжем соединительный столбик. Далее делаем все то же самое. Под
третье основание под переднюю стенку вводим крючок, захватываем крючком ниточку, провязываем столбик, затем провязываем 10 воздушных петель, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и соединительный столбик под эту же стеночку. Далее поворачиваем ножку и теперь вяжем под передние стенки с этой стороны ноги то же самое перышки. То есть точно таких же 3 элемента надо связать. То есть под это же основание, где раньше, получается только под другую стеночку. Вот, под переднюю стеночку теперь. Да, просто мы перевернули, у нас опять-таки тут передние стенки. Хотя относительно этой стороны это задние стенки. Ну, неважно. Вводим крючок, делаем, вяжем столбик без накида. Далее 10 воздушных петелек. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И соединительный столбик. Так. И осталось довязать 2 элемента. Да, точно такие же под 2 стеночки оснований последних. Вот я довязала все нужные перышки. Вот такая деталь у меня получилась. Не понимаю, откуда такой отцвет. Вот. Вот так, наверное, лучше будет, да. Вот 6 перышков получилось, да. Сейчас я нитку отрезаю. Нитку отрезайте прям по длине, потому что с помощью этой нити мы будем пришивать лапки к телу. Так, можно было оставить, конечно, и софти, пришивать с помощью вот этой вот пряжи софти лапки. Ну, не знаю, насколько она хорошо будет держать. Мне лучше хлопком пришить. Так что вот таким вот образом по длине отрезаем ниточку. Здесь у нас последняя петелька. Мы сделаем воздушную петлю, чтобы закрепить вязание. Так. Закрепили, подтянули. Сейчас давайте перед тем, как вязать красную часть лапки, заправим все кончики нити, чтобы они нам не мешали. А вот эту вот белую длинную, да, хлопковую нить вот сюда вот выведем в серединку, для того, чтобы нам легко и просто было пришить лапку к телу. Итак, я все ниточки заправила. Вот такая лапка в итоге получается. Еще можно будет потом ее, ну, когда она полностью готова, будет хорошенько отпарить, чтобы разровнять эти перышки. Вот я вывела как раз таки, получается, в середину ножки вот эту ниточку для пришивания. И теперь будем вязать красную часть лапки. Для того, чтобы связать красную часть лапки, вот у нас связана лапа, да, мы вот так вот раздвигаем перышки и крючок вводим где-нибудь, ну вот, почти в серединке, ну немножко вот как бы ближе с краю, так чтобы у нас, короче, лапка была вот в середине вот этой вот части. У нас лапка будет вязаться на 2 столбика, то есть здесь нам нужно провязать всего лишь 2 столбика, но так, чтобы они оказались вот в середине нашей лапки. Итак, крючок вводим под стеночку любой петли. Так. Захватываем крючком красную ниточку, вяжем воздушную петлю, затем под эту же стеночку вводим крючок и вяжем столбик. Затем находим какую-нибудь вторую стеночку, чтобы под нее тоже связать ближе к краю второму нашей лапки. Вот нашли стеночку, под нее ввели крючок, захватили крючком ниточку. Провязываем столбик. Итого вот у нас получается два основания наверху. По этим основаниям мы теперь будем вязать поворотными рядами. Поэтому делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание и теперь вяжем 2 столбика по образовавшимся основаниям.
То есть вот у нас первое основание. Под него вяжем первый столбик. Вот второе основание. Вот 2 стеночки основания, да, под них вводим крючок и вяжем второй столбик. Итак, мы связали уже 2 ряда красной части лапки. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и так вяжем еще 3 ряда для формирования лапки. Ну, свяжите 3 ряда этих самостоятельно и встретимся с вами для формирования пальчиков. Итак, вот у меня связано 5 рядов красной части лапки. Далее будем вязать пальчики. Для этого набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь разворачиваем вязание и по цепочке вяжем 4 соединительных столбика. То есть во вторую от крючка, вторую петлю от крючка вводим крючочек и вяжем соединительные столбики. 1, 2. Так, под следующую воздушную петлю 3 и под последнюю 4. Итак, вот мы провязали 4 соединительных столбика. И теперь крючок вводим вот в основание первого столбика и вяжем сюда соединительный столбик, закрепляя тем самым пальчик. Вот первый пальчик готов. Теперь опять набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас будет второй пальчик. И точно так же по цепочке вяжем 4 соединительных столбика. То есть вот одну воздушную петлю мы пропускаем и в вторую вяжем 4 соединительных столбика. 2, 3 и в последнюю 4. И соединяемся в основание второго вот столбика. Вот таким образом. Теперь вяжем третий пальчик. Точно так же провязываем 5 воздушных петелек. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И 4 соединительных столбика. Провязали 4 соединительных столбика по цепочке из воздушных петель. И последний соединительный столбик вот сюда, вот под боковую стеночку. Для того, чтобы у нас эта ножка торчала в эту сторону. То есть вот это в эту сторону, это посередине. И эта ножка у нас будет в другую сторону торчать. То есть вот боковая стеночка. Под нее вводим крючок и вяжем соединительный столбик. Вот таким вот образом. Ниточку отрезаем, оставив небольшой кончик для заправки. Ну, вот такой вот будет кончик. Достаточен. Так. Вытягиваем петельку. Подтягиваем все. И вот такая лапка у нас получается. Вот. Потом ниточки все заправим. Можно еще отпарить, чтобы придать ту форму ножки, которая нам нужна. Итак, вот я отпарила ножку. Вот такая красота получается. Точно так же свяжите вторую лапку для нашего аиста. Крылья вяжем пряжей софти. Крючок 2,5. Набираем 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее будем вязать поворотными рядами. Итак, во втором ряду вяжем 9 столбиков по цепочке из воздушных петель. То есть вот во вторую воздушную петельку вводим крючок и вяжем первый столбик.
в следующую воздушную петельку второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, так, восьмой и в последнюю или в первую вяжем 9 столбик. Второй ряд готов. Вяжем одну воздушную петельку для поднятия ряда, разворачиваем вязание и далее с 3 по 7 ряд, то есть еще 5 рядов, вяжем по 9 столбиков в каждом ряду. Каждый ряд мы разворачиваем. Я довязала 7 ряд, и у меня получается вот такая вот деталь. В следующем 8 ряду вяжем следующим образом. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание и в 8 ряду вяжем следующим образом. Убавка, так, обычным способом, то есть под одно основание захватили ниточку, вытянули петельку, под второе основание ввели крючок, захватили петельку, 3 петельки на крючке, вяжем убавку. Далее вяжем 5 столбиков. Раз, два, 3, 4 и 5. И далее опять убавка. Одна воздушная петля для поднятия ряда, разворачиваем вязание. В следующем 9 ряду вяжем 7 столбиков, то есть без убавок, без прибавок. Довязали 9 ряд. Воздушную петельку для поднятия ряда, разворачиваем вязание и в 10 ряду вяжем следующим образом. Убавка, далее 3 столбика и опять убавка. Раз, два, 3 и убавка. Опять-таки вяжем обычным способом. Воздушная петля для поднятия ряда и вяжем 11 ряд. Здесь у нас 5 столбиков по одному в каждой из последующих оснований. 12 ряд. Вяжем 1 убавка. Так. Убавка. 1 столбик. И опять убавка. Так, воздушная петля для поднятия ряда, разворачиваем вязание. В 13 ряду вяжем 3 столбика. То есть по одному в каждое из последующих оснований. 2 и 3. Снова воздушная петля, разворачиваем вязание. И в последнем 14 ряду просто вяжем убавку сделанную из 3 оснований. То есть под первое вводим крючок, захватываем ниточку, 2 петельки на крючке. Под второе основание заводим крючок, захватываем ниточку, 3 петельки на крючке. И под последнее заводим крючок, захватываем ниточку, протягиваем 4 петли на крючке. Захватываем крючком ниточку и протягиваем через все 4 петельки. Так называемая тройная убавка получается. Теперь слаживаем крыло вот таким вот образом. То есть вот мы довязали, да, вот у нас последняя петля. Теперь слаживаем вот таким вот образом крыло. Так. И теперь будем соединять вот эти вот 2 части крыла. Вот таким вот образом. То же самое, что мы делали с ножкой. Будем вязать по верху столбики. То есть вот в основание, ну или тут скорее полупетли или стеночки петель, да, у нас здесь наверху. Вяжем столбики. Неважно, какое количество у вас здесь получится, да, мы делаем своеобразную тут обвязку и соединение. Ну, у меня 11 получается вот по этой части. Так, довяжите столбики по этой части, потом свяжем по этой.
Так, ну вот, я здесь провязала столбики, соединив тем самым две части крыла. Ниточка, которая у нас осталась от начала вязания, вовнутрь запихнем. Так, наши детальки. Набивать деталь не нужно. Так, и теперь соединяем вот по этой стороне. То есть вот мы довязали до угла. В это же, под эти же стеночки петель, да, вводим крючочек и делаем еще один столбик, чтобы закруглить уголок. Вот таким образом. И по этой стороне провязываем столбики. Сколько у вас получится? У меня обычно это 3-4 столбика. Ну, количество не важно. Главное, чтобы второе крыло вы связали точно так же. То есть у вас количество столбиков обвязки было точно такое же, как и на этом крыле. Ну вот. Эта часть крыла довязана. Теперь отрезаем ниточку подлиннее. Этой ниточкой будем пришивать. Не люблю я, конечно, пришивать детали пряжи софти, но тогда здесь нужно вводить новую ниточку. Ну, тоже такой себе. Поэтому лучше эту обрезать подлиннее. Вот таким образом будет достаточно. Так. Закрепляем последнюю петлю, провязав воздушную петельку. И затянули. Вот такое вот крыло у нас получилось. Здесь мы провязали по этой стороне столбики. Теперь берем черную пряжу и крючок двоечка. И делаем обвязку, ну, практически то же самое, как мы делали перышки у ножки, да. Вводим крючок под первое основание, там, где мы соединяли, да, провязывали столбики без накида для соединения двух частей крыла. То есть вот где-то здесь. Смотрите внимательно, чтобы у вас на крыльях смотрелось красиво вот эти вот черные перья. На одном крыле начните вязать перья с вот этой стороны, а на втором крыле с вот этой. То есть разверните крыло. В чем причина? Потому что, когда мы делаем обвязку, мы вяжем не обвязку, а когда мы делаем перья из черной пряжи, мы вяжем столбики без накида. И, соответственно, что, конечно же, на лицевой стороне не будут смотреться лучше, чем на изнаночной. И чтобы ваши крылья с одной стороны смотрелись хорошо. В принципе, они с этой тоже будут хорошо смотреться. Но я вот делаю так. Я разворачиваю второе крыло и начинаю обвязку с другой стороны. Итак, крючок ввели в первое основание. Захватываем крючком черную пряжу. В моем случае это Yarnard Jeans 53 оттенок. Вы можете использовать любую другую. И вяжем следующим образом. Делаем одну воздушную петлю. В это же основание вяжем столбик без накида. Так. Затем вяжем цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в это же основание вяжем столбик еще один без накида, для того, чтобы соединить цепочку, и получилось у нас вот такое перышко. Далее в следующее основание вяжем столбик без накида. И все делаем то же самое. Вяжем 12 воздушных петель. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И столбик без накида вяжем в то же основание, где связали предыдущий столбик. Готово. Далее вяжем столбик в следующее основание. Ну, то есть все то же самое делаем. Столбик в основание, 12 воздушных петель и столбик в это же основание. И так довяжите до конца крыла.
Итак, вот я довязала все перышки на крылышке. Вот такая красота получается. Ниточку черную обрезаем не слишком длинную, не слишком короткую, чтобы остался кончик для заправки. Вот такого хватит. Здесь делаем воздушную петлю для закрепления ниточки. Заправляем все кончики нити, кроме вот этой вот белой нити. Она у нас останется для пришивания. И второе крыло свяжите точно так же, как и это. Вот что я вам говорила про изнаночную сторону. Видите, как смотрится здесь место соединения, место, где у нас вяжутся перышки, да? И как с лицевой стороны, ну, большая разница. Ну, смотрите сами. В принципе, не критично. И так хорошо, и так хорошо. Можно и как бы начинать с одной стороны. Так что вяжите, как вам удобно. Свяжите второе крылышко, и мы встретимся с вами для того, чтобы уже окончательно доделать и собрать нашего аиста. Итак, все детали для аиста готовы. Осталось только пришить их и приклеить глазки. С помощью игл для закалывания я наметила места, где будут размещены у меня глазки. Я думаю, без проблем вы тоже их приклеите. Разметьте те места, которые нравятся больше вам. И после этого будем уже заниматься пришиванием остальных деталей. Вот так вот я приклеила глазки аисту. И наметила здесь места для пришивания крыльев. Вот таким вот образом я буду пришивать крылья. Ну, вот смотрите как, чтобы немножко понять, где эти места. В принципе, можно в любом месте, выше, ниже пришить. Вот так вот немножко прикидывайте, какое расстояние должно быть между булавочками. И все симметрично закалываете. Затем втягиваем ниточку в иголочку. Проверяем стороны лицевые, изнаночные. Пришиваем на ту, которая нам нужна. Вот таким у нас образом будет крыло. Не таким, конечно же. Вот таким вот образом я буду пришивать крыло. И для этого все делаем очень просто. Иглу вводим там, где у нас стоит игла на закалывание. И параллельно потихоньку двигаемся в эту сторону, пришивая крыло. То есть вот на теле. Теперь под основание столбика вводим иглу. Надо чуть поближе. Вот так. Протягиваем ниточку. Наблюдаем, чтобы все нигде ничего не зацепилось. Хорошенько затягиваем. И дальше продолжаем все то же самое. Немножко по телу в сторону. Так, ниточку подтягиваем. И теперь под основание на крыле. Вот таким образом. Да, пришейте это и второе крылышко. И заправьте ниточки аккуратно. Итак, вот я пришила крылья. Вот такая же красота получается. Осталось только пришить ножки. Но с ножками тут вообще все элементарно и просто. Так, вот здесь у нас было закончено вязание. У нас здесь небольшая такая как бы плоская часть. Где-то в середину вставляем одну иголочку. Ну, не в середину, а вот как бы с краев. Но я имею в виду в середине. Так, в середине вот этой части. Вот примерно где-то вот так вот. Проверяем все на симметрию, чтобы у нас иголочки были ровненько. Сейчас я перепроверю. Так, ну все, вроде бы все ровно. Ну, не вроде бы, все ровно. Теперь пришиваем лапки. Вот у нас наша лапка. Иголочку вводим в место, где стоит игла для закалывания. Так. И выводим где-то на теле.
Так. Можно использовать дополнительный инструмент для того, чтобы протянуть нить. Вот, все. Больше мы не пришиваем. Единственное, что у этой лапки я оставила совсем маленький кончик. Ну, буду теперь под него подстраиваться. Ввожу иглу в место, где у меня вторая иголочка. Наверное, далеко утащила эту ниточку. Но неважно, утащу эту где-нибудь поближе. Потому что очень-очень короткая у меня здесь нить. Так. Полностью равняю лапки, чтобы они были так, как они будут лежать. Ну, вот так, все правильно. В принципе, дотянусь я до сюда. То есть, вторую ниточку я ввожу там, где у меня первая, да, выходит. В то же место. Вот, вывела. И теперь просто кончики нити связываю на 2 узелка и затем прячу ниточки. Все. Все, что нам нужно для того, чтобы пришить ножки. Они будут хорошо держаться. Все будет отлично. Все, эти кончики только осталось спрятать. Все, вот такой вот аист у нас с вами получился. Такая красота. Еще его отпарить, чуть-чуть подначесать, и он будет вообще в огне. Можно привесить брелок, как я делаю, вот так вот за крылья. Можно привесить брелок где-нибудь на шее, чтобы он просто вот так вот распластав крылья, висел. А можно оставить как игрушку. Я буду оставлять как игрушку. Вот такая красота у нас с вами получилась.